Глава 11. В среду Джанет работала, не покладая рук, и она многое успела сделать в отсутствие Кассиди. Но тут в дверь мастерской постучался какой-то мужчина. На улице ярко светило солнце, и ему было трудно что-то разглядеть, находясь снаружи. Джанет заметила его и некоторое время просто его разглядывала. Она думала, что мужчина уже собрался уйти, но тут он потянулся к дверной ручке. «Чем я могу вам помочь?» – заговорила Джанет, когда он вошел. «Я ищу Кассиди. Ее сейчас нет. Вы что-то хотели заказать? Когда она вернется?» Джанет не понравился этот вопрос, и она вдруг почувствовала, что ей не нравится и сам мужчина. Его глаза беспокойно бегали по сторонам, его руки тоже не находили покоя. Не заботясь о том, что она, возможно, потеряет заказ, Джанет немного вздернула подбородок и сказала: «Сегодня здесь командую я. Если вы хотите что-то заказать, то вам нужно сказать об этом мне». «Я еще не решил», – с улыбкой ответил мужчина. Но Джанет не была склонна доверять этой улыбке. «Вы шьете мужские рубашки?» «Да», – ответила Джанет так холодно, как еще никогда не разговаривала ни с одним клиентом. «Возможно, я зайду позже», – сказал мужчина, слегка кивнул, надел шляпу и повернулся к выходу. Джанет сказала «до свидания», но не встала с места. Только когда дверь закрылась, она поднялась, чтобы выглянуть в окно и посмотреть, куда он пошел. Джанет видела, что он направился в город. Почему-то он вызывал у нее необъяснимую неприязнь и недоверие. Чандлер пришел за рубашками в четверг утром. Они были готовы вот уже несколько дней, но Кассиди все время забывала занести их в банк, когда заходила туда в конце рабочего дня. Чандлер пришел к самому открытию магазина, и Джанет еще не было. «Как дела?» – спросил Чандлер тепло. Он вдруг понял, какое удовольствие доставляло ему общение с этой девушкой. И ему захотелось узнать, что она чувствует по отношению к нему. «У меня все хорошо. А ты как?» «Мне хотелось бы услышать больше, чем просто хорошо», – сказал Чандлер. «Как ты на самом деле?» Кассиди посмотрела на него. «Разве по мне не видно, что у меня все хорошо?» «Дело не в этом. Я спрашиваю не из-за тебя, а из-за себя. У меня есть привычка задавать этот вопрос и не прислушиваться к тому, что мне отвечают». «Спасибо за заботу, Чандлер, но я думаю, что у меня все-таки все хорошо». «А как у тебя с деньгами?» «У меня было много заказов, а еще кто-то передал мне деньги». «Это хорошо. И кто же это был?» «Это было сделано через Райлана. Его попросили не называть имя. Эти деньги пришли как раз вовремя. Не столько для пополнения моего банковского счета, сколько для моего душевного спокойствия». Чандлер внимательно посмотрел на нее, стараясь обдумать ее слова. «Что такого я сказала?» – спросила Кассиди, не понимая, почему он так пристально на нее смотрит. «Твое душевное спокойствие и банковский счет». Мне понравилось это противопоставление. «Я вынуждена так думать, в противном случае у меня будет повод все время беспокоиться», призналась Кассиди. Чандлер кивнул, полностью ее понимая. Будучи менеджером банка, он давно понял, что вещи, о которых можно волноваться, никогда не заканчиваются. Он как раз говорил об этом Кассиди, когда пришла Джанет. «Доброе утро», – поздоровалась она. «Простите, что опоздала. Моя сестра плохо себя чувствовала». «Теперь ей лучше?» – спросили Кассиди и Чандлер почти в один голос. «Да, но через пару часов мне нужно будет сходить домой, чтобы справиться о ней». «А мне пора идти в банк», – сказал Чандлер.
Было приятно поговорить с тобой, Каз. До свидания, Джанет». Женщина проводила его до дверей, на минуту задумалась обо всем, что ей нужно было сделать в этот день. Затем приступила к работе. «О нет, только не это!» – проговорила Мэг шепотом, выглядывая из окна кухни. Взрослый лось вошел во двор и стал объедать ее канадский плющ. Вспомнив о том, что малышка спит, она схватила метлу и выбежала на улицу. «Прочь отсюда!» – крикнула она, подходя ближе. «Прочь! Прочь!» Мэг размахивала метлой перед лосем, но он не казался особенно напуганным. Он просто посмотрел на нее и продолжил жевать. Она уже собралась подойти ближе и даже ударить его, если это потребуется, но тут где-то из-за ее спины раздался выстрел. Она вздрогнула и уронила метлу. И лось наконец понял, в чем дело. Он резко дернулся и побежал в сторону холмов. «Ты напугал меня!» – пожурила Мэг Брэда, который подошел к ней с оружием в руках. «Мэг!» Голос Брэда был терпеливым, но взгляд немного суровым. «Что я говорил тебе о том, что нельзя бросаться на лосей с метлой? Именно для этого мы держим на кухне винтовку». «Саванна спит», – высказала Мэг свой аргумент. Брэд открыл рот от удивления, и Мэг прикусила губу. «Пусть лучше проснется Саванна, чем ты будешь ранена, или еще хуже», – сказал Брэд, стараясь не улыбаться, глядя на ее виноватое лицо. «Это здесь стреляли?» – спросил Трейс, подъезжая на лошади. Оружие в руках Брэда сделало ответ очевидным. «Да», – ответил Брэд первым. «Мэг взяла метлу, чтобы отпугнуть лося». Выражение лица Трейса стало во многом похоже на то, которое было перед этим у Брэда. Казалось, он тоже собирался упрекнуть ее. Подбирая метлу, Мэг ушла под предлогом того, что ей нужно взглянуть на малышку. Кассиди ни разу не позволила себе отвлечься от работы. А Джанет, погруженная в мысли о Фете, не вспоминала о мужчине, который приходил и спрашивал Кассиди, и рассказала о нем только после обеда. Сердце Кассиди упало, когда она услышала описание Джанет. Уже наступил четверг, а ей все еще предстояло сшить 2 рубашки. У нее не было времени для догадок и страхов до этой минуты. Но день быстро закончился. Мастерская была закрыта, и она осталась одна в своей квартире. Даже не утруждая себя приготовлением ужина, Кассиди села за свой маленький кухонный стол и старалась не думать о том, что мог означать этот визит. Но у нее ничего не получалось. Ее время истекло, и она знала об этом. Кассиди начала молиться. У нее не было большого выбора, прежде чем она приехала в Токен-Крик. Она делала то, о чем ее просили. Если ее пребыванию здесь должен был прийти конец, то ей нужно довериться Богу в том, что у Него есть какой-то другой план для ее будущего. И все равно ей было очень печально, если ей придется покинуть эту церковь и этот город, ее сердце будет разбито. «Как у вас дела, леди?» – спросил Райлан у Кассиди и Джанет в субботу утром. Он пришел, едва они успели отпереть двери магазина. «У нас все хорошо», – сказала Джанет, не понимая причины его улыбки. Она удивилась еще больше, когда увидела, что Кассиди улыбнулась в ответ. «Я совершенно забыла, что он собирался поговорить с вами», – сказала Кассиди, отчего Джанет нахмурилась в замешательстве, а Райлан рассмеялся. «Когда вы идете?» «Как только упакую рубашки в сумку». «Я буду дома», – сказал Райлан Джанет
если только Кассиди не позволит мне сопровождать ее». Кассиди отрицательно покачала головой. Но тут Джанет не выдержала и попросила объяснить ей происходящее. «Ваш племянник был обеспокоен тем, что я пойду к Хираму Брикелю. Он поговорил с Райланом, потому что сам он не может быть сегодня в городе». «Я чуть было не забыла об этом», – призналась Джанет. «Скоро увидимся», – сказала Кассиди, направляясь к выходу. Уходя, она поблагодарила Райлана за то, что он зашел проведать ее. «Добрый день, мисс Нортон», – приветствовал Халстон Кассиди, впуская ее в особняк. Кассиди переступила через порог, но не пошла дальше, чтобы он не мог закрыть дверь. Она протянула ему аккуратно сложенные рубашки, и он машинально взял их. «Я надеюсь, что мистер Брикель будет доволен». «Он хотел увидеть вас», – сказал Халстон, видя, что она собирается уйти. «Хорошо», – сказала Кассиди, но не двинулась с места. Халстон был в восторге от ее выдержки. Он слегка кивнул головой и пошел по коридору к дверям большой гостиной, в которой она была во время своего первого визита. Халстон вошел в гостиную. Она услышала недовольный голос за дверями, но не могла разобрать слов. Прошло несколько минут, прежде чем из комнаты вышел крайне взволнованный Хирам Брикель. «Почему открыта парадная дверь?» – рявкнул он. «Потому что я уйду, как только мне заплатят», – тихо ответила Кассиди. «Я же сказал вам, что вы выпьете кофе. Он готов». «Благодарю вас». В голосе Кассиди появилась металлическая нотка, но ее взгляд оставался приветливым. «Если вы помните, мистер Брикель, я сказала вам, что не смогу задержаться». Лицо Кассиди оставалось спокойным, но мистер Брикель выглядел так, как будто его сейчас хватит сердечный приступ. «Заплати ей!» Наконец бросил он Халстону, повернулся и хлопнул дверью гостиной. Кассиди говорила себе, что это не стоило полученных денег, но ей нечасто заказывали сразу 5 рубашек. Дальнейшие заказы тоже могли бы быть как нельзя более кстати. Она поблагодарила Халстона за оплату, но от нее не ускользнуло, что он невозмутимо стоял во время всего эпизода и даже вежливо поблагодарил ее за приход. Вскоре Кассиди уже шла обратно в магазин. Ее сердце было немного неспокойно из-за реакции мистера Брикеля, но она радовалась тому, что ей будет почти не о чем рассказать друзьям. Трейс внушал себе, что он должен верить Кассиди в руки Бога. И потому, приехав в город, он решил отправиться прямо к матери. Кроме того, через 10 дней он собирался уехать. И, возможно, ему уже не представится другой возможности повидаться с ней до отъезда. «Здравствуйте, Бекки!» – поздоровался Трейс, когда женщина подошла посмотреть, кто вошел. «О, Трейс, я рада, что вы пришли. У нее был трудный день». Трейс кивнул, думая о том, как бы его взволнованное состояние не усугубило без того тяжелую ситуацию. Но, несмотря на это, он направился на веранду. Мама спала. Рядом с ней была Хезер, сиделка его матери. «Как она?» – тихонько спросил Трейс, видя, что Хезер выглядит не такой веселой, как обычно. «Ужасно!» Хезер не стала подыскивать слов. Ее голос был таким же сострадательным, как и всегда. «Я не удивляюсь, что она спит. Уже второй раз на этой неделе она беспокоилась и плакала целый день. И она ничего не ест». «Почему бы вам немного не отдохнуть, Хезер? Я позову вас, если что-нибудь понадобится». Хезер громко вздохнула. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением, Трейс. Спасибо».
Трейс опустился на стул, радуясь тому, что может побыть с мамой наедине. Вообще-то он с нетерпением ждал момента, чтобы рассказать своей матери о последних улыбках Саванны, а также помечтать о том, какая она будет умная. Даже просто посидеть молча тоже было хорошо. Он сидел рядом с матерью, но она не просыпалась. Хезер отсутствовала около часа, и Трейс почти все это время молился. «А, Трейс!» – произнесла Кассиди с легким удивлением. Он пришел почти на час раньше, чем она ожидала. «Привет!» – спокойно произнес ковбой, а его глаза подмечали каждую деталь на лице Кассиди. Ее волосы сегодня были распущены, во всем остальном она выглядела как обычно. «Как прошел твой день?» «У меня было много дел. А как твой?» «Неплохо. Как прошла доставка?» Кассиди слегка улыбнулась и едва не покачала головой. Сначала Джанет хотела знать все подробности, позже зашел Райлан, и он тоже расспрашивал о подробностях, а у нее действительно было много дел. «Можно я расскажу тебе по пути на ранчо?» «Конечно», – согласился Трейс, вешая свою шляпу на место и присаживаясь. Обычно он приезжал позже, но знал, что ему здесь всегда рады. «Ты случайно не видел Джанет?» – спросила Кассиди, возвращаясь к работе над платьем, подол которого она подшивала. «Нет». «У твоей матери был тяжелый день?» «Я только что заходил к ним». «Понятно. Как она?» «Спит». «Вот и хорошо». Кассиди спрашивала обо всем этом, глядя на Трейса, а ее руки продолжали работать. Трейс уже не в первый раз наблюдал, как она это делает, и он, наконец, спросил. «Как ты можешь шить, не глядя?» «Это зависит от того, что я шью. Я подшила достаточно большое количество платьев, и я нащупываю иглой, сколько нужно подогнуть». Пока она говорила это, то сделала еще несколько стежков, и Трейс пораженно молчал. Он хотел сказать еще что-то, но тут заговорила Кассиди. «Вряд ли тебе придется беспокоиться относительно моих визитов к мистеру Брикелю в будущем. Я сомневаюсь в том, что он что-то закажет мне снова. Ты не огорчена из-за этого? Мне приятно от того, что мне не придется больше иметь с ним дело. Но для бизнеса это все же было бы неплохо». «Что он сказал?» «Он был недоволен тем, что я не осталась выпить кофе». «Он ожидал, что ты останешься, несмотря на то, что ты твердо отказалась на прошлой неделе?» «Да». «И его реакция убедила тебя в том, что он больше не захочет иметь с тобой дело?» «Да». Это было главное, что хотел услышать Трейс. Хотя ковбой никогда не видел этого богатого джентльмена, он все равно не доверял ему. Не было никакого смысла больше говорить об этом, и он был рад, что у Кассиди не будет больше никаких отношений с мистером Брикелем. Трейс вдруг заметил, что Кассиди отложила шитье, и спросил. «Ты готова ехать?» «Да, мне только нужно захватить мою сумку». Трейс запер дверь мастерской и стал ждать Касси внизу лестницы. Как только она пришла, он взял у нее сумку и помог ей забраться в фургон. Они выехали из города. Кассиди лежала в своей кровати на ранчо. Когда пришло время укладывать Саванну, она проводила Мэг в спальню и смогла, наконец, рассказать подруге о том мужчине, который приходил в город в поисках ее. Она была уверена в том, что он был кем-то вроде частного сыщика. После того, как она рассказала об этом, ей стало легче. Они с Мэг немного всплакнули, но потом Мэг помолилась вместе с ней и сказала, что им надо довериться Богу во всем, чтобы не принесло с собой будущее. Когда Саванна заснула, обе женщины спустились вниз, и 4 взрослых стали играть в игру. Они легли спать позднее обычного, но проведенное совместно время стоило этого.
Этот вечер отвлек мысли Кассиди от ее тревог и напомнил ей о том, что это Бог послал ей дорогих друзей и что Он и дальше будет посылать ей все необходимое. «Ну, хватит!» – тихо утешал Брэд свою плачущую жену, держа ее в объятиях на крыльце дома Джеба и Пэттинс. «Время пролетит быстро», – добавил он. «Не столько для нее, сколько для себя». «Ты всегда так говоришь», – сказала Мэг. «И так и бывает. Но в такие моменты мне все равно хочется плакать». Брэд улыбнулся и снова поцеловал ее. Он перевез Мэг и Саванну со всеми необходимыми вещами в город. Завтра утром они с Трейсом отправляются в Буртон прямо с ранчо вместе с группой из 5 человек и стадом скота. Брэд надеялся отсутствовать не больше 2 недель, но это не зависело от него. Это будет зависеть от погодных условий и аукциона. Брэд держал жену в объятиях так долго, как только мог. Искушение остаться с ней в городе было велико, но он поборол его. Они снова поцеловались, и Брэд прижал ее к себе так крепко, что едва не задушил. Потом он еще раз зашел в дом. Дабы в последний раз поцеловать Саванну, оставлять ее было так же трудно, как и жену. Мэг смотрела вслед мужу, удаляющемуся верхом на лошади до тех пор, пока он не исчез в темноте, и продолжала прислушиваться, пока не затих топот копыт. Когда Саванна подрастет, Мэг придется притворяться храброй, но еще не теперь. В этом году она будет плакать, как всегда. Она обрадовалась, вспомнив, что скоро нужно будет ложиться спать. Из опыта она знала, что сон был для нее самым лучшим лекарством. Брэд мысленно все еще наполовину оставался в городе, а наполовину был занят предстоящей поездкой. Они с Трейсом должны отправиться в путь на рассвете, поэтому им нужно попасть домой как можно быстрее. Брэд не мог позволить себе плакать, но он тоже знал, что самым лучшим средством для него в настоящий момент был сон. «Доброе утро!» – поздоровалась Пэтти с Джанет, которая стояла у дверей дома Дорнов рано утром во вторник. «Я так и думала, что вы придете». «Слишком рано?» «Ничего подобного. Входите и садитесь завтракать вместе с нами». Джанет не нуждалась в том, чтобы ее приглашали дважды. Мэг и малышка были в городе, и у нее был свободен целый день. Она не собиралась упустить подобную возможность. «Добрый день, Халстон!» – произнесла Кассиди, очень удивившись, когда он неожиданно появился в ее мастерской во вторник утром. «Добрый день, мисс Нортон. Вы сейчас можете принять заказ?» «От мистера Брикхеля?» «Да, мэм». Кассиди не удержалась и спросила. «Значит, я прощена?» Улыбка осветила глаза Халстона, когда он и не позволил ей проявиться на его губах. «Судя по всему, да», – ответил он несколько сухо, передавая ей мерки для пары брюк. «Можно задать вам вопрос?» Кассиди почувствовала достаточно смелости, чтобы поинтересоваться. «Конечно». «Как мистер Бриккель узнал об этом магазине?» «Он видел, как вы проходили мимо его дома и навел справки». «У кого?» «У меня». Кассиди задумалась на мгновение, после чего спросила. «Какую ткань хочет мистер Бриккель для брюк?» «Ой, да», – вспомнил Халстон, доставая лоскуток ткани из кармана. «У вас найдется что-нибудь наподобие этого?» Кассиди взяла лоскуток и пошла в заднюю часть мастерской, чтобы выяснить, что у нее было в наличии. «Я могу подобрать ткань, но не цвет», – сказала она, возвращаясь и неся то, что ей удалось найти. «Вы не могли бы отнести образец мистеру Бриккелю, чтобы узнать наверняка?»
«Пожалуй, я так и сделаю, на всякий случай», – согласился Халстон. Кассиди отрезала лоскуток и отдала его мужчине. Она еще раз повторила, что не начнет шить до тех пор, пока не будет знать, что мистеру Брикелю точно понравился этот цвет. Халстон уверил ее, что он все понял и ушел. Дел у Кассиди было немного, поэтому следующие 10 минут она провела в размышлениях, пытаясь понять, каким образом она снова попала в милость к этому богачу. «И еще, отец!» – молился Райлан, заканчивая вечер чтением Библии с Чандлером и Филиппом. «Мы просим твоего покровительства для Трейса и Брэда. Дай им ясность мысли и мудрость, когда они будут в пути в непогоду и при любых других неожиданностях. Помоги им быть светом для других мужчин, которые работают вместе с ними, а также для тех, кого они встретят на аукционе. Мы просим привести их домой в безопасности. Нам не хватает их присутствия, и мы просим тебя, чтобы ты помог Мэг справиться со всеми материнскими обязанностями теперь, когда она осталась одна. Дай ей терпение и пошли благодать в уходе за Саванной, и благослови ее пребывание в доме Джеба и Пэттинс. Благодарю Тебя, Господи, за то, что все они являются частью нашей церкви. Помоги нам быть едиными в Тебе, Господи, чтобы добро освещало все дела жителей Токен-Крик. Мы доверяем Тебе всецело и молимся во имя Твоего Сына, Господа Иисуса Христа. Аминь. Мужчины еще немного поговорили, после чего разошлись по домам. Они не планировали других встреч до возвращения Трейса, и потому им нельзя было забывать молиться о своем брате. «Что?» – переспросила Кассиди Халстона в среду утром, чувствуя, что Джанет замерла в ожидании ответа за ее спиной. «Он хочет, чтобы вы сшили ему брюки, а также, чтобы вы вышли за него замуж». «Халстон!» Кассиди пыталась собраться с мыслями, стараясь оставаться спокойной, но тут мужчина прервал ее. «Он хотел сделать вам предложение за чашкой кофе, но из этого ничего не вышло. Он не мог придумать другого способа, чтобы сообщить вам об этом, и поэтому он послал меня». Кассиди едва не начала говорить о том, что мистер Брикель даже не знает ее, но дело было не в этом. «Пожалуйста, поблагодарите мистера Брикеля и передайте, что я не могу принять его предложение. Как вы думаете, он все еще захочет, чтобы я шила брюки?» «Да». Халстон ожидал этого вопроса. «Он бы хотел, чтобы вы доставили их, когда они будут готовы». «Очень хорошо, но я не смогу задержаться. Пожалуйста, сообщите ему об этом». «Хорошо, мисс Нортон». С этими словами Халстон кивнул на прощание обеим женщинам и ушел. «Вы держались с поразительным спокойствием», – сказала Джанет, все еще шокированная таким поворотом событий. «Это легко сделать, если не воспринимаешь дело всерьез». Обе женщины молча посмотрели друг на друга, и затем Кассиди приняла решение. «Я не буду это обсуждать, Джанет, и я бы хотела, чтобы вы сделали то же самое. Я полагаю, что мистер Брикель предпочел бы, чтобы все это оставалось в тайне. Я не хочу сплетничать о своих клиентах». «Конечно, Кассиди, и я должна сказать вам, что я очень горжусь вами». «Спасибо, Джанет», – ответила Кассиди искренне, и обе женщины взялись за работу, чтобы в этот день Кассиди могла уйти с работы пораньше. «Ты не представляешь, как это здорово!» – сказала Кассиди Мэг в среду. Обе женщины сидели одни в гостиной Пэттинс. «Чтобы увидеть тебя, мне не пришлось арендовать упряжку. Я просто пришла пешком». «Очень большое преимущество от отсутствия Брэда», – сказала Мэг. «Возможно, единственное», – заметила Кассиди с сочувствием.
«Мне не так уж плохо», – ответила Мэг, которая отлично проводила время со своими тетей и дядей, заменившими ей родителей. «Вчера приходила Джанет, и потом мы захватили малышку и вместе отправились повидаться с матерью Брэда. Это был хороший день». «Она как-то отреагировала?» «Никак не отреагировала, но Джанет расплакалась. Сегодня утром она была не особо разговорчивой», – заметила Кассиди. «Наверное, она все еще думала об этом». «Возможно», – сказала Мэг. Женщины пообщались еще несколько часов, и когда Саванна заснула, Пэттиэнс осталась с малышкой, чтобы подруги могли сходить к Джесси за покупками. Это был их первый совместный поход в магазин за долгое время, отчего этот день стал еще более приятным. Кассиди осталась поужинать с ними, но после ужина не стала задерживаться. Когда она шла домой, было еще довольно светло. Она уже повернула за угол своей мастерской и собиралась подняться по лестнице, как вдруг заметила Эдсона Синклера. Он, как всегда, по-щегольски одетый, сидел посередине лестницы. Какое-то время Кассиди молча смотрела на него, с трудом веря в то, что ее брат здесь, в Токен-Крик. Глава 12. «Хэлло, Касс!» – приветливо улыбаясь, сказал Эдсон. Кассиди стояла, не двигаясь, и он, поднявшись, спустился к ней. Эдсон не оскорбил ее объятиями, но ей все равно было неприятно видеть, что он доволен. «У тебя здесь очень милый городок», – продолжал он, поскольку она молчала. «Хотя я никак не могу понять, зачем тебе было брать девичью фамилию тети Лары. Ты могла бы оставить себе прекрасную фамилию Синклер». «Что тебе нужно, Эдсон?» Кассиди, наконец, обрела дар речи. «Тебя, конечно же, дорогая сестрица», – ответил он со слащавой улыбкой. «А если точнее, то твои связи, их у тебя должно быть великое множество». Кассиди покачала головой. Он совсем не изменился. Она уже собралась сказать, что ничем не может ему помочь, как он заговорил снова. «Поиск занял у меня больше времени, чем я рассчитывал», – продолжал он почти обыденным голосом. «И я хочу сказать, что ты хорошо спряталась. Частный сыщик, которого я нанял, помучился с этим заданием. И мама молчала, как рыба». «Как она?» «Хорошо. Я обещал ей найти тебя». Ей это не понравилось. Кассиди почувствовала головокружение. Она всегда знала, что ее покой не будет длиться вечно. Но столько времени, ведь все было спокойно. «В чем дело?» – спросил Эдсон, которому удавалось создать видимость заботливости. «Я ничем не смогу помочь тебе, Эдсон. Ты должен знать об этом». «Ты сделаешь то, что я скажу». Теперь его голос стал вкрадчивым, и Кассиди вскинула голову. Она не боялась этого человека или того, что он мог сделать. Она знала, что в душе он трус и никогда не тронет ее и пальцем. «Не наглей со мной, девочка!» Эти его слова удивили ее. «Или мне придется сказать Нилу, что тебе нужно преподнести хороший урок? Что ты имеешь в виду?» Эдсон бросил взгляд на другую сторону улицы, на человека, сидящего на скамье. Кассиди проследила за его взглядом. Даже на расстоянии она чувствовала, что этот ее не пощадит. Это был коренастый человек с несоразмерно маленькой головой, и в своем костюме он выглядел просто нелепо. «То есть ты нашел кого-то, кто мог бы осуществить твои угрозы?» – заметила Кассиди брату. «Как это мило!» На этот раз улыбка Эдсона была еще более довольной. «Ты знаешь, Касс, я скучал по тебе. Я не встречал другой женщины, у которой было бы столько же мужества, как у тебя». Кассиди проигнорировала его комплимент, поднялась на 2 ступеньки по лестнице и затем обернулась. «Я не сомневаюсь в том, что еще увижу тебя, Эдсон,
Но не смей соваться в мой дом или мой бизнес, запомни это». Эдсон нарочито вежливо прикоснулся пальцами к шляпе, но Кассиди отвернулась и стала подниматься по ступенькам. Зашла в дом и заперла за собой дверь. «Я не знаю, что там сейчас происходит, Господи!» Молился Трейс в ту ночь, лежа в своем спальном мешке в лагере. Огромное, усыпанное сияющими звездами, небо распростерлось над его головой, но его сердце так болело о Кассиди, что он не мог наслаждаться красотой окружающей природы. «Пожалуйста, позаботься о Касс. Я знаю, что она сейчас нуждается в тебе. Помоги ей быть мудрой, доверять тебе и обращаться за помощью к другим людям. Я восхищаюсь ее силой и независимостью, но помоги ей понимать, когда нужно просить о помощи. Помоги ей обращаться к твоему слову и помнить, что ты всегда с ней. Помоги ей помнить о твоей силе и верить в то, кто ты есть. Помоги ей мне полагаться на тебя. Я хочу быть там. Я хочу знать, что с ней все в порядке. Помоги мне иметь такое же упование на тебя, какого я прошу для нее. И помнить, что ты не нуждаешься в моей помощи. Ты всем управляешь». Трейсу пришлось повторить эту молитву несколько раз, прежде чем он смог успокоиться и заснуть. Рано утром в четверг Кассиди тихонько постучалась в дверь Райлана. Еще едва светало, но она знала, что пастор встает рано. Прошедшая ночь была холодной, и утром все еще было прохладно, поэтому она сильнее запахнула кофту. «Доброе утро, Кассиди», – сказал Райлан, выглянув из-за двери и увидев, кто стучал. Он сразу вышел на крыльцо, закрывая за собой дверь. «Простите, что я побеспокоила вас так рано». «Ничего», – сказал Райлан искренне, зная, что она не пришла бы к нему в такой ранний час без веской причины. «С вами все в порядке?» «Мой брат здесь», – сказала Кассиди, не ответив на его вопрос. «И он нисколько не изменился». «Что он хочет?» «От меня он хочет, чтобы я познакомила его с жителями города. Все будет как раньше. Он захочет узнать, у кого из людей есть деньги, чтобы потом продать фальшивые акции рудников или убедить людей, что у него есть еще что-то, во что они могли бы вложить свои средства». «И он действительно полагает, что вы пойдете на это?» «Да, на этот раз он путешествует с каким-то мужчиной. Он сказал, что его зовут Нил. Он выглядит как бандит в деловом костюме». Райлана охватило беспокойство за Кассиди, но на ее лице было видно лишь отвращение, а не страх. «Вы боитесь?» – спросил Райлан, чтобы убедиться. «Я боюсь не за себя, но за других людей, и еще я знаю, что он может навредить моему бизнесу». «Это пугает меня меньше всего», – удивил ее Райлан. «Что вы имеете в виду?» «Самое главное – это ваша безопасность». «Райлан», – начала Кассиди, – «это очень мило с вашей стороны, но совсем не практично. Мне нужно как-то зарабатывать себе на жизнь». «Вот что, Касс», – сказал Райлан, указывая на один из стульев, стоявших на крыльце, вдруг вспомнив, что даже не предложил ей сесть. Небо уже совсем посветлело. Как только Кассиди села, Райлан устроился на перилах и начал говорить. «Итак, что было бы самым ужасным из всего, что может случиться? Вы обанкротитесь, и вас превселюдно изобличат в церкви. Я уверен, что Джанет будет настаивать, чтобы вы переехали к ней, и тогда вы сможете подыскать себе работу. Это не самый худший выход из положения. Я понимаю, что вы, конечно же, хотите, чтобы у вас было свое дело, но в любом случае вы сможете остаться здесь, под нашей защитой и окруженная нашей любовью, а жизнь пойдет своим чередом». Кассиди затаила дыхание. Неужели все было так просто? Накануне ночью она молилась много часов подряд, отчаянно желая уповать на Бога, но вместе с тем страшно боясь, что ее друзья могут пострадать,
из-за того, что она однажды приехала в Токен-Крик. «Я никогда не смотрела на эту ситуацию с такой стороны». Ее голос был полон удивления. «Что вы собираетесь делать?» «Все, что понадобится в зависимости от обстоятельств», сказала Кассиди, снова становясь практичной. «А если конкретнее?» «Ну, если Эдсон хочет получить информацию о моих клиентах, то я откажусь ее давать. Если он представится кому-то под фальшивым именем, то я постараюсь сделать так, чтобы люди узнали, что он лжет. А как же Нил? Как вы справитесь с ним?» «С ним будет труднее», сказала Касси задумчиво. Райлан заметил, что она по-прежнему не проявляет признаков страха. «Я хочу зайти к шерифу Кадерли», – начал Райлан, но Кассиди уже качала головой. «Это сейчас ничего не даст. Эдсон уже отсидел срок за одно из своих преступлений. Пока он не совершит нового, шериф ничего не сможет сделать. И в этом вся проблема. Доказать, что Эдсон натворил что-то, а потом удержать его в городе настолько, чтобы его успели арестовать». Однако у Райлана были и другие идеи, и они продолжали разговаривать еще минут 30. Когда Кассиди ушла, на сердце у нее было гораздо легче. Ее первым порывом было закрыть магазин и переехать в другой город. Но потом она подумала, что может по меньшей мере посоветоваться с Райланом. Теперь она пошла домой, чтобы собраться на работу, радуясь тому, что правильно поступила. «Доброе утро!» – обратился Эдсон к Кассиди и Джанет всего через 5 минут после того, как они открыли дверь магазина. «Я сказала, что запрещаю тебе появляться в моем магазине, Эдсон. Я хочу, чтобы ты ушел. И ты даже не познакомишь меня с этой милой дамой, с которой ты работаешь?» Продолжал Эдсон своим самым вежливым голосом и пошел по направлению к Джанет. Кассиди встала между ними, вскинула подбородок, а ее глаза метали молнии. «Я не шучу, Эдсон. Иди своей дорогой!» Эдсон закатил глаза. «Будет тебе, Касс. Я не думаю, что ты говоришь это серьезно. Уверяю тебя, что это именно так. Ну что, послать за шерифом?» Ярость, которая вспыхнула в глазах Эдсона, мелькнула и пропала, но Кассиди знала, что наступила на его больную мозоль. Он с наигранной вежливостью, но без какого-либо дружелюбия во взгляде, прикоснулся к своей шляпе и вышел, хлопнув дверью. Кассиди повернулась и увидела, что Джанет дрожит. Она подошла к ней, обняла пожилую женщину и начала объяснять. «Простите, что вам пришлось присутствовать при этом». «Кто это был, Кассиди?» «Мой брат, а он нехороший человек». «Что он здесь делает?» «Он много ездит, и он приехал посмотреть, нельзя ли что-нибудь заработать в Токен-Крик. Я сказала ему, что не буду ему помогать, но он не понимает слова «нет». «Может быть, вам стоит в любом случае поговорить с шерифом?» «Пока что нет», – сказала Кассиди, зная это из опыта. «Но, возможно, шериф слышал о нем. Вы назвали его Эдсоном». Джанет наморщила лоб. «Эдсон Нортон. У шерифа может быть информация о том, что на него объявлен розыск». «Его зовут Эдсон Синклер», – сказала Кассиди тихо и увидела ужас на лице Джанет. «Простите, что я не говорила об этом раньше». «Кассиди?» – произнесла Джанет тихо. «Эдсон Синклер, это действительно ваш брат?» «Да». Джанет была потрясена. Это имя было хорошо известно в кругу банкиров. Конечно, он не стал бы называть свое настоящее имя, собираясь вытянуть из очередной жертвы сумму денег для какой-то махинации или чего-то подобного. Но его истинное имя было известно по всей территории Монтаны, всем занятым в банковском деле. «А почему ваша фамилия не Синклер?» «Моя фамилия Синклер.
Но когда я уехала из Биллинга, я взяла фамилию своей родственницы, чтобы Эдсон не мог меня найти». «Ох, Кассиди!» – вздохнула Джанет. Она привлекла девушку к себе и обняла, а ее сердце переполняла жалость. Для нее было шоком узнать о связи Кассиди с этим человеком. Но для нее девушка по-прежнему оставалась ее милой Кассиди. Вдруг Джанет резко отстранилась от девушки. «Теперь я многое понимаю», – сказала Джанет, широко открыв глаза. «Что вы имеете в виду?» «В смысле того, как вы ведете бизнес». Кассиди смутилась. Но тут вошла миссис Потс. «Доброе утро!» – приветствовала ее Кассиди. «Как ваши дела сегодня?» «Ужасно!» – сообщила леди, у которой была привычка все драматизировать. «И я порвала 2 лучших сорочки и не могу найти любимую кофту». «Проходите и взгляните на ткани», – пригласила Джанет. «У нас есть ваши мерки, мисс Потс. Если вы просто выберете то, что вам понравится, то мы сможем сразу же приступить к делу». Кассиди, наблюдавшая за Джанет, удивленная тем, что та взяла инициативу в свои руки. Как только миссис Потс пошла в сторону примерочной, Джанет кивнула в направлении окна. За кружевными занавесками виднелась фигура Эдсона. Он стоял на улице и заглядывал внутрь. Кассиди посоветовала миссис Потс не торопиться и вышла на улицу. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Сделай одолжение», – начал он. Кассиди не успела открыть рот, как Эдсон поднял руку. «Просто выслушай меня». Эдсон продолжал. «Мне нужно, чтобы ты сказала мне, кто владеет тем большим домом в конце улицы. И я уверен, что ты знаешь этих людей. Просто скажи мне, кто там живет. Представь меня как Эдда Нортона, своего брата, а дальше я справлюсь сам». «Эдсон», – начала Кассиди спокойно и терпеливо. Она почти жалела его. «Я никогда не сделаю этого». «Почему?» «Я не собираюсь способствовать тому, чтобы ты надувал людей», – сказала Кассиди. Она говорила тихо. Мимо проходил человек, и Эдсон просверлил его взглядом. «Ты ведешь себя неразумно», – начал Эдсон. Но на этот раз руку подняла Кассиди. «Если ты о том, что я не намерена больше с тобой спорить, то ты совершенно прав. И не стой около моего магазина», – сказала Кассиди. Тут она заметила Нила по другую сторону улицы. «И забери с собой Нила». Кассиди не стала дожидаться ответа и вошла внутрь. Некоторое время она чувствовала себя напряженно, но поскольку Эдсон больше не появлялся, она успокоилась. Миссис Потс пробыла в мастерской довольно долго и оставила большой заказ. Только после обеда Кассиди вспомнила, что она не закончила разговор с Джанет. Женщина отправилась обедать домой, и Кассиди пришлось подождать, прежде чем она смогла выяснить, что именно имела в виду Джанет. «Почему ты не дашь мне поговорить с ней?» – поинтересовался Нил, когда они с Эдсоном вернулись в свой номер в гостинице. «И я уверен, что смог бы заставить ее посмотреть на вещи с твоей точки зрения». «Нет», – голос Эдсона был вялым. «Она не боится тебя. А если ты ударишь ее, то это только все испортит». «Почему?» – спросил Нил, разочарованный тем, что не может выполнить свою часть работы. Эдсон покачал головой. «Мы должны казаться счастливой семьей, а это будет невозможно, если она будет покрыта синяками и ссадинами». Нил выглядел обиженным. «Синяки будут видны только в том случае, если мне этого захочется», – сказал он, но Эдсон остался непоколебимым. Токен-Крик – небольшой город, но это слишком лакомый кусочек, чтобы так сразу от него отказаться. Я некоторое время не буду показываться на глаза сестре, и Кас подумает, что я потерял к ней интерес.
У нас есть вся информация, которую собрал Битнер, когда отслеживал для нас Кассиди. И мы посмотрим, как нам ее лучше использовать. Не падай духом, Нил, добавил Эдсон, посмотрев на выражение лица своего товарища. И я уверен, что мы неплохо провернемся в этом городе, а также и во всех других. Вы просто отлично справляетесь с бизнесом, повторила Джанет. «Но я никогда не работала с Эдсоном», – подчеркнула Кассиди, желая раз и навсегда внести в это дело ясность. «Пусть так, но ваша семья, должно быть, имеет природную склонность к бизнесу, хотя Эдсон решил использовать ее во зло». Джанет завороженно замолчала. «Это интересное сочетание. Вы отлично шьете, знаете, как вести дело и легко находите подход к людям». «Спасибо», – сказала Кассиди, воспринимая ее слова как комплимент, чем, впрочем, они и являлись. Однако она не спешила радоваться, поскольку он прозвучал неоднозначно в столь сложное для нее время. «Я подумала», – продолжала Джанет, – «может быть, вам все же стоит предупредить людей. Я не имею в виду шерифа, но Чандлеру, возможно, не помешает знать, что ваш брат в городе». Кассиди и сама не знала, почему она медлила, и Джанет не могла не заметить этого. «В чем дело?» «Наверное, я рассчитываю на то, что он просто уедет отсюда. Я надеюсь, что Эдсон поймет, что ему здесь ничего не светит, и уедет из города». Джанет кивнула, видя, как сильно девушке этого хотелось. Женщине было трудно не вмешиваться и не начать давать Кассиди советы, но в душе она знала, что Кассиди не нуждалась в них. Когда Кассиди хотела ее совета, она всегда обращалась к ней. Джанет думала, что самым правильным было бы сказать Чандлеру, но это было делом Кассиди, и Джанет не была вправе вмешиваться. Еще один хороший навык, которому она научилась у Кассиди за месяцы общения с ней, заключался в том, чтобы всегда держать язык за зубами относительно жизни клиентов и новостей, которые не касались ее лично. «А как вы думаете?» – вдруг спросила Кассиди. «Я понимаю, почему вам хочется, чтобы он уехал отсюда без лишнего шума, но я думаю, что на вашем месте я все же сказала бы Чандлеру». Кассиди кивнула. Ей нужно было подумать об этом. Мысль о том, чтобы доверить свою тайну Чандлеру, пугала ее, но она и сама не понимала, почему. Она боялась, что жители города могут почувствовать себя обманутыми ею. Она не лгала им, но с другой стороны, она ни с кем не была до конца откровенной. Некоторое время женщины работали молча. Мысли Кассиди были заняты ее братом и тем, как его приезд мог изменить ее жизнь. Когда вошел Райлан. «Как вы?» – спросил он Кассиди, полагая, что Джанет уже знает об Эдсоне. «Со мной все в порядке. Эдсон с утра больше не заходил, и это было облегчением». Но он все же приходил в мастерскую. «Дважды». Лицо Райлана ничего не выдавало, но он с самого утра беспокоился о безопасности девушки. «Что вы об этом думаете, Райлан?» – спросила Джанет. «Я и сам не знаю, что думать. Я просто хочу убедиться, что с Кассиди все в порядке». «Хотите переночевать у меня, Касси?» – предложила Джанет. «Это хорошая мысль», – заметил Райлан. Кассиди казалась удивленной и снова попыталась объяснить. «Вы не понимаете, мне не грозит никакая опасность. Эдсон наметит жертву, какого-нибудь человека с деньгами или хотя бы того, кто выглядит так, как будто у него есть деньги, и попытается выманить их. В крайнем случае он будет жульничать в карты в одном из ночных салунов. Если люди будут связывать меня с Эдсоном, моему бизнесу может быть нанесен ущерб, но лично мне не угрожает никакая физическая опасность». Райлан хотел бы верить в это, но он и сам не знал, почему доводы Кассиди казались ему слишком наивными. «Ну», – сказала Джанет, прежде чем кто-то успел спросить мнение Райлана, – «если вы передумаете...»
Всегда добро пожаловать в мой дом, и это относится не только к сегодняшней ночи. Спасибо, Джанет. Я не забуду о вашем предложении. Райлан не стал задерживаться, он пошел домой, заставляя себя молиться, его снова и снова одолевало беспокойство. Он просил Бога помочь ему быть более чувствительным ко всему, что происходит вокруг. Могло случиться, что Кассиди не заметит угрожающей ей опасности, но это не значит, что он может закрыть глаза на происходящее. «Ты видишь ту женщину?» – спросил Нил у Эдсона в субботу утром. Они завтракали в отеле, заняв столик у окна. «И что? Она пишет книгу». «А мне какое дело?» – спросил Эдсон немного раздраженным тоном. Нил пожал плечами, как если бы ему было все равно, но все же сказал. «Это книга о Токен-Крик. Она знает всех в городе». Эдсон тут же насторожился. Эта женщина производила не очень хорошее впечатление. Она что-то бормотала себе под нос и выглядела полусумасшедшей. Эдсон продолжал внимательно рассматривать ее до тех пор, пока она не скрылась из виду. Кассиди и сама не знала, когда в последний раз она была такой рассеянной. Она продолжала работать, выглядела как обычно, но ее мысли были заняты Эдсоном и тем, что означало для нее его присутствие в городе. «Я не хочу больше встречаться со своим братом, Господи. Но ты умер из-за него так же, и если бы я нашла к нему правильный подход, то, возможно, он бы послушал меня». Кассиди лежала в кровати, а в ее голове прокручивался возможный разговор с братом. Она понимала, что, скорее всего, он не станет ее слушать. Но означало ли это, что ей не следует даже попытаться? Откровенно говоря, она этого не знала. «Может быть, он сам станет задавать мне вопросы, Господи. Он знает о том, что мы с мамой верим в Тебя. Но, возможно, он спросит меня хотя бы о том, почему мне пришлось уехать из дома и почему я не могу помогать ему». После этого Кассиди быстро поднялась, ее ожидал новый день. Если она не поторопится, то у нее не будет времени позавтракать. А субботы бывали особенно напряженными, и она не могла работать натощак. Кроме того, она дошила брюки для Хирама Бриккеля, и сегодня ей предстояло их доставить. Она знала, что это потребует от нее дополнительного напряжения и времени. «Уже суббота», – сказала Мэх, обращаясь к Пэтиэн за завтраком. У груди она держала саванну. Эта неделя пролетела быстро. Да, в самом деле, всякий раз, когда твой дядя работает у Джесси, дни немного тянутся, поэтому я рада, что ты здесь. А когда он ушел? Как раз перед тем, как ты спустилась вниз. Он сказал принести малышку, если у тебя будет настроение. Я так и сделаю. Джесси еще не видела ее. «Я думала, что Касси будет заходить к нам чаще, пока ты здесь», – заметила Пэттинс. «Ты хотела сказать по вечерам?» «Да. Я буду удивлена, если она придет сегодня вечером. Я полагаю, что у нее много работы». «Ну, я надеюсь, что она зайдет. Я буду рассчитывать на ее присутствие за ужином. А если она не появится, то мы пошлем за ней Джеба». Мэг бы с удовольствием посмеялась над тоном и словами тети, но только что уснула Саванна, и женщина не хотела ее разбудить. «Что вы будете делать, если он захочет поговорить о своем предложении?» Вопрос Джанет не выходил из головы Кассиди всю дорогу до особняка Брикеля. Но, по правде говоря, она не думала, что увидит этого человека. Если он был зол на нее за то, что она не осталась выпить кофе, то, должно быть, он был просто в ярости, когда узнал, что она не захотела выйти за него замуж. Кассиди едва не засмеялась собственным мыслям. Вся эта идея была настолько нелепой, но она уже почти дошла до особняка Брикеля и постаралась настроиться на то, что ее могло ожидать. Однако ей ни разу не пришло в голову, что к дверям мог выйти сам мистер Брикель. «Входите, мисс Нортон», – пригласил он, и Кассиди была настолько поражена, что повиновалась.
«А Халстон болен?» – спросила Кассиди. «Ничего подобного, но я подумал, что сегодня я справлюсь сам». «Хорошо, вот ваши брюки», – сказала Кассиди, протягивая их джентльмену. «Благодарю вас», – ответил мистер Брикель, но Кассиди заметила, что он даже не взглянул на них. «Вы будете их примерять?» «Да», – быстро согласился мистер Брикель, заставляя себя посмотреть на брюки. «Я сейчас же вернусь». С этими словами он повернулся и пошел прочь, но вдруг остановился и вернулся обратно. «Вы не хотели бы присесть в гостиной, мисс Нортон?» «Нет, благодарю вас», – ответила Кассиди и осталась стоять на месте. Как раз в этот момент она кое-что обнаружила. Обаятельный и добрый мистер Брикель беспокоил ее намного больше, чем злой и кричащий. Что-то было в нем не так, и Кассиди не знала, что ей делать. Она все еще пыталась ответить на этот вопрос, когда мистер Брикель вернулся. «Вам подошли брюки, мистер Брикель?» «Да, благодарю вас. Вот ваши деньги». «Спасибо, мистер Брикель. Желаю вам приятного дня». «Вы действительно были бы очень счастливы, если бы стали моей женой». Кассиди уже повернулась к двери, но остановилась и посмотрела на своего клиента. Она не хотела как-то поощрить его ухаживание, но любопытство взяло верх. «Но почему именно я, мистер Брикель?» «Вы бы идеально подошли для меня. Вот почему. Кроме того, я знаю, что вы были бы счастливы». «Откуда вы это знаете?» – поинтересовалась Кассиди, не в силах сдержаться. «Потому что вы сможете делать все, что захотите. Если вы захотите шить, то сможете шить. Если вы больше никогда не захотите шить, то вам не пришлось бы этого делать. Если вы захотите готовить, то кухня будет в вашем распоряжении. Если же нет, то мы наймем кого-нибудь». Кассиди на мгновение задумалась, а потом спросила. «Но что при этом получите вы?» «Сыновей». Кассиди не ожидала этого, но постаралась не выглядеть удивленной. Однако ей не удалось скрыть гнев, который блеснул в ее глазах. «Всего доброго, мистер Брикель», – сказала она натянуто. «Я не отступлю», – сказал он на этот раз, не пытаясь удерживать ее, но в его голосе вновь появилась некоторая властность. «Я знаю, что мы должны пожениться». Кассиди была настроена не менее решительно и заговорила, как только перевела дыхание. «Я бы никогда не стала сознательно причинять вам зло, мистер Брикель. Мой отказ не был продиктован жестокостью, но вы ошибаетесь в этом вопросе, и я надеюсь, что вы скоро измените свое мнение». Кассиди снова кивнула, приказывая себе соблюдать спокойствие, и на этот раз она вышла из дома. Ей казалось, что если она прямо сейчас не увидится с Мэг и не откроет перед ней свое сердце, то ее голова расколется. Но ее ожидал день работы, и было бы несправедливо оставлять Джанет одну в субботу. Она надеялась только на то, что Мэг будет свободна вечером и сможет выслушать все, что она хотела рассказать. Глава 13. «О, Каас!» – произнесла Мэг с сочувствием, когда услышала о событиях, происшедших в жизни подруги за прошедшую неделю. Кассиди не собиралась рассказывать о предложении мистера Брикеля, но после ужина, когда они остались одни, она выложила все как на духу. «Он говорил об этом совершенно уверенно, Мэг, и я не знаю, как я удержалась от того, чтобы не дать ему пощечину. Он, видите ли, хочет, чтобы я родила ему сыновей. Когда он сказал об этом, я почувствовала себя ужасно. Чем-то вроде племенной кобылы. Я пожалела, что вообще спросила его, зачем ему понадобилось жениться на мне». «А откуда ты его знаешь?» «Он увидел, как я проходила мимо его дома. Потом сделал несколько заказов. Вот и все». Мэг и сама не понимала, почему она так сильно, почти до боли, хотела, чтобы Брэд скорее вернулся домой. Он тоже любил Кассиди, и ей хотелось рассказать ему обо всем,
и услышать его совет о том, как им следует поступить. «Ты действительно не боишься своего брата?» Мэг не могла удержаться от вопроса. «Нет, не боюсь. Он жадный, но не агрессивный. А этот Нил? Он не вызывает у меня никакого доверия, но им нет смысла причинять мне какой-то вред. Я уверена, что Эдсон знает об этом. Жаль, что я не обладаю твоей уверенностью». Саванна проснулась и стала искать мать, и Джим принес плачущую малышку на кухню, где общались женщины. Мэг покормила ее, а потом Кассиди почти целый час с удовольствием играла с малышкой. К тому времени, когда Джеб проводил Кассиди домой, на сердце у нее было уже намного легче. Ужин был вкусным, и она смогла по душам поговорить с подругой. И хоть проблема не исчезла, и Кассиди была почти уверена, что Эдсон все еще находится в городе, теперь, когда Мэг знала обо всем, Кассиди ощущала себя совершенно иначе. «Я еду домой», – сказала Кассиди друзьям, с которыми она разговаривала после богослужения. Чандлер, Хезер и Миранда попрощались с ней, и Кассиди ушла. Кассиди почувствовала неладное только когда оказалась перед дверью в свою квартиру. Дверь была приоткрыта, тогда как Кассиди хорошо помнила, что заперла ее. Ей не пришлось долго думать, чтобы понять, что там был Эдсон. Она открыла дверь, полагая, что скажет ему обо всем, что она о нем думает. Но, войдя, она обнаружила, что в комнате их было двое – он и Нил. «Я не могу поверить, что вы взломали дверь моей квартиры». «Дверь была открыта», – начал Эдсон, но Кассиди прервала его. «Даже если бы и так, хотя мы оба знаем, что она была заперта, вы не имели права входить без разрешения». «Не очень-то гостеприимно с твоей стороны, Касс. Я разочарован». «А я в курсе твоих маленьких махинаций, и я хочу, чтобы вы ушли». «Только после того, как мы получим кое-какую информацию». «Я не буду торговаться с тобой, Эдсон». «Насколько хорошо ты знаешь Хирама Брикеля?» Кассиди молча смотрела на него со скрещенными на груди руками. «А Джанет Фулбрайт? Я знаю, что вы близко знакомы. Она действительно так богата, как выглядит со стороны». «Я никогда не рассказывала тебе, что произошло со мной, Эдсон», начала Кассиди, чувствуя себя усталой и беспомощной, и не в силах найти какие-то другие слова. «Это полностью изменило мою жизнь, я уверяю тебя». «Неужели ты собираешься говорить об этом?» Эдсон вдруг почувствовал себя неловко. «Мама постоянно пытается завести разговор на эту тему, но я не желаю ее слушать». «Это единственное, о чем с тобой следует говорить», заметила Кассиди, но вдруг поняв, насколько справедливыми были ее слова. «Ни одна другая тема и близко не стоит по важности». Теперь Эдсон поднялся на ноги, и Нил последовал его примеру, направляясь к двери. Кассиди начала этот разговор не для того, чтобы спугнуть их. И более того, она действительно хотела рассказать брату о том, как она обратилась к Христу, будучи 17-летней девушкой. Ее мать тоже была верующей. Отступление Эдсона явно говорило о том, что он не был открыт для того, чтобы выслушать ее историю. «В этом нет смысла, Касс!» Эдсон остановился в дверях ровно настолько, чтобы сказать это. «Если ты не поможешь мне, то мне поможет кто-нибудь другой». С этими словами Эдсон ушел. Нил следовал за ним. После этой встречи Кассиди охватила сильная дрожь. Они не угрожали ей и ничего не тронули в ее квартире, но после каждого разговора с братом она становилась все более и более обессиленной. Сколько еще она сможет выдержать? С этой мыслью Кассиди взялась за приготовление обеда, даже не задумываясь о том, что ей не хочется есть. Ее сильно избили, и она почти не может говорить.
сообщил шериф Кадерли Райлану, как только пастор приехал в маленький домик Абби Пфистер в понедельник утром. Как только я пришел к ней, она тут же попросила позвать вас. «Здравствуйте, Абби!» Райлан подошел поближе. Ее лицо было в синяках, особенно вокруг глаз, а рот был сильно рассечен. «Мне очень жаль, что это произошло». «Почему?» – спросила женщина скрипучим голосом, открывая один глаз, который еще мог видеть. «Вы знаете, кто это сделал?» – спросил Райлан, не понимая, что она имела в виду. «Почему? Бог?» Абби попыталась задать свой вопрос еще раз, и Райлан пододвинул к ней стул. «Почему Бог допустил это?» – переспросил Райлан. Абби слегка кивнула, и ее единственный открытый глаз наполнился слезами. «Мы живем в грешном мире, Абби. Тот, кто сделал это с вами, виноват. Но если этот случай заставил вас задуматься о Боге, то это хорошо». «Он мог бы не допустить этого», – сказала она. «Это верно. Но знаете ли вы, сколько других несчастий он не допустил за прошедшие годы, о которых вы даже не подозреваете? Но по какой-то причине он допустил это на этот раз. Пожалуйста, узнайте, что именно произошло», – прошептал шериф около его уха. «Я ничего не могу от нее добиться». «Вы можете рассказать мне о том, что случилось?» – спросил Райлан. «Я его не видела», – сказала она. «Почему?» «Было темно. И он просто начал бить вас?» «Нет, он хотел кое-что узнать». «О чем именно?» «О моей книге». Райлан посмотрел на шерифа. Оба они были в замешательстве. Но ее ответ объяснял, почему кругом были разбросаны бумаги. Но не успел Райлан задать следующий вопрос, как явился доктор, за которым послали ранее. Райлан отошел в сторону, когда доктор Эрц закончил осматривать Абби. Она уже спала. Райлан передал через Мисси, женщину, которая нашла Абби избитой, что он зайдет попозже. Абби задала вопрос, который Райлан не хотел оставлять без ответа. И он будет продолжать отвечать на ее вопросы до тех пор, пока Абби не скажет, что больше ничего не желает слышать. В понедельник Эдсон вышел из особняка Брикеля, едва не трясясь от гнева. То, что ему не удалось пройти дальше человека, который открыл дверь, просто вывело его из себя. Он знал, что его сестра заходила в этот дом, но даже пустив в ход все свое обаяние, он не смог убедить Дворецкого в том, что у него есть предложение об инвестиции, о котором Хирам Брикель наверняка захочет услышать. Его сестра говорила, что в этом городе никто не поддастся на его трюки. В то же время он знал, что она не сообщила о его приезде шерифу. Планируя нанести визиты в 2 других дома до конца дня, он вернулся в отель, чтобы наскоро чего-нибудь выпить, и постарался успокоиться. «Как ваши дела?» – спросил Райлан, снова подходя к постели Абби Фистер. Абби подняла руку в приветственном жесте, но ничего не сказала. «Вы хотите поговорить со мной о том, о чем вы спрашивали в прошлый раз?» – спросил Райлан, не желая оказывать никакого давления. При этом он хотел, чтобы она знала, что он будет рад поговорить с ней. «Я пошлю Мисси», – с трудом выговорила Абби. «Когда будете готовы к тому, чтобы я навестил вас?» – уточнил Райлан. Абби кивнула. «Хорошо, я буду рассчитывать на это. Вы не возражаете, если я помолюсь с вами перед тем, как уйду?» «Нет», – ответила Абби, и Райлан склонил голову. «Небесный Отец, я благодарю Тебя за Абби Пфистер. Я благодарю Тебя за то, что она не безразлична к окружающим людям и хочет написать книгу о Токен Крик. Прошу Тебя, положи свою исцеляющую руку на Абби, Господи. Мы не знаем точно, с какой целью Ты допустил это несчастье в ее жизни, но помоги нам увидеть Твой замысел. Благодарю Тебя, Господи, что у нас с Абби была возможность побеседовать о Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты спасающий Бог.
Благослови Абби на эту ночь и помоги ей отдохнуть. Я прошу об этом во имя твоего сына. Аминь». Райлан сказал «до свидания», и Абби приподняла на прощанье руку. Он ушел, все еще молясь и надеясь, что Абби сделает все, как обещала, и пришлет за ним Мисси. Эдсон отправился к Кассиди только в среду утром, и он был в дурном расположении духа. Застав в мастерской Джанет, он попросил разрешения поговорить с Кассиди наедине. И хотя Джанет была против этого, Кассиди согласилась. Она прошла в заднюю часть мастерской, которая была отделена от основного помещения, и Эдсон, не теряя времени, последовал за ней. «Значит так, Касс, либо ты поможешь мне, либо я погублю твою жизнь». Кассиди снова подумала о том, сколько еще она может выдержать. Но ее голос оставался спокойным. «Я не понимаю, почему ты считаешь, что твои угрозы подействуют на меня, Эдсон? Они не действовали никогда раньше. Ты организовала здесь хороший маленький бизнес, Кассиди. Лично я думаю, что тебе будет неприятно, если он развалится. Я не знаю, что ты замышляешь, но что бы это ни было, я не буду помогать тебе в том, чтобы обдирать людей». Эдсон улыбнулся недоброй улыбкой. «Не говори потом, что я не предупреждал тебя!» Кассиди ничего не ответила. Она позволила Эдсону уйти, но на сердце у нее было тяжело. Если бы Джанет не пришла за ней, она так и осталась бы стоять там до вечера. «Будет вам», – сказала Джанет, которая слышала каждое слово. «Возьмите на сегодня выходной. Идите ко мне домой и передайте Хезер, что я просила ее поухаживать за вами». Это звучало очень заманчиво, но Кассиди спросила. «А что, если Эдсон вернется?» «В отличие от вас, на меня он нагоняет страх. Я пошлю за шерифом». Кассиди невольно улыбнулась. Она знала, что Джанет так и сделает. «Идите», – уговаривала ее Джанет. Кассиди воспользовалась этим предложением. Хезер удивилась, увидев ее, но тут же пришла в себя и сообразила, что делать. Вскоре Кассиди сидела в удобном кресле, ее ноги были подняты на удобную подушку, а в руках чашка горячего чая. Заставляя себя не думать о разговоре с братом, Кассиди начала молиться. Она долго молилась за Эдсона, а затем о своем будущем. Оно всегда находилось в руках Божьих, но этот факт никогда не был для нее настолько очевиден, как в данный момент. В ее бизнесе и раньше бывали дни затишья, но четверг и пятница прошли, а клиентов все не было. Кассиди поняла, что Эдсон начал делать свое черное дело. Она не знала, что именно он говорил или предпринимал, но он сдержал свое слово. Он разрушал бизнес своей сестры. Кассиди не знала даже, оставался ли он в городе или же, навредив ей, пошел дальше своей дорогой. Одно было ясно – Джанет не было смысла продолжать приходить и сидеть без дела рядом с Кассиди. Девушка могла сидеть так и одна. Это было нелегко для обеих, но Кассиди попросила, чтобы в субботу Джанет уже не приходила. Пожилая женщина возражала, но Кассиди привела свои доводы и в конце концов убедила Джанет. Именно поэтому в субботу утром Чандлер застал Кассиди одну. Банк был открыт, но он оставил там мистера Фалькона вместо себя, а сам пошел в швейную мастерскую Токен-Крик в поиске ответов на некоторые вопросы. «Привет, Кассиди!» – негромко поздоровался банкир. «Привет, Чандлер!» Голос Кассиди тоже был тихим. Было ясно, что он пришел с определенной целью. «Можно мне поговорить с тобой?» «Конечно, можно». Кассиди сидела за своей швейной машинкой, а Чандлер занял одно из свободных стульев. Ему сложно было начать разговор, а Кассиди не помогала ему. Его поведение вселяло в нее беспокойство. Чандлер всегда был с ней открытым и дружелюбным, но сегодня он был сдержанным и подозрительным. «Насколько я понимаю, твой брат сейчас в городе», – сказал Чандлер наконец. «Да».
Чандлер не ожидал, что она признает это, и на мгновение почувствовал себя застигнутым врасплох. «Значит, это верно?» – сказал он, забыв обо всех заранее продуманных вопросах. «И твоего брата зовут Эдсон Синклер?» «Да». «Почему ты никогда не говорила мне об этом?» «По многим причинам», – ответила Кассиди тихо, чувствуя, что на нее нападают. Перенести это было еще труднее, чем отсутствие клиентов. «А ты знаешь, каким образом я узнал об этом?» – спросил Чандлер, чувствуя себя обиженным и преданным. Кассиди не отвечала. «Он пришел ко мне». В голосе Чандлера звучал весь гнев, который бурлил в нем. «Эдсон Синклер вошел в мой банк, как если бы он был его владельцем, и сообщил мне, что твоя фамилия не Нортон, а Синклер. Он сказал, что ты помогала ему во многих делах, и что тот стартовый капитал, который ты использовала, чтобы начать свой бизнес здесь, в Токен-Крик, вы заработали вместе». Кассиди не произнесла ни слова. «Ничего не говоришь, Кассиди?» Теперь Чандлер чувствовал себя не просто оскорбленным, он был взбешен. «Никаких объяснений? Никаких причин? Почему мне пришлось узнать от одного из самых больших мошенников в штате о том, что ты не тот человек, за кого себя выдаешь?» Кассиди почувствовала себя так, как будто ее пронзили ножом. Она никак не ожидала, что Чандлер мог разговаривать с ней подобным образом. Она могла бы понять, если бы нечто подобное исходило от клиентов, но никак не от человека из церкви, и уж тем более не от Чандлера Ди Фиоре. Пока Кассиди пыталась справиться со своей болью и смятением, Чандлер резко встал. «Мне ясно, что сейчас я не узнаю от тебя ничего нового, кроме того, что уже знаю. Поэтому я лучше пойду». Даже если бы Кассиди и захотела что-то сказать, Чандлер не дал ей для этого времени. Мгновение спустя он вышел из ателье. Он не хлопнул дверью, но закрыл ее с такой бесповоротностью, что не осталось никаких сомнений относительно его отношения к ней. Мэг простудилась и лежала в постели с повышенной температурой. Джеб слышал о сплетнях по поводу Кассиди и уже поговорил об этом с Пэттинс. Но Мэг он ничего не стал говорить до пятницы, пока та не почувствовала себя лучше. Узнав новость, Мэг не теряла времени даром. Она пришла к Кассиди всего через 5 минут после ухода Чандлера, подошла к подруге и обняла ее. «Прости, что я не пришла раньше. Я только что услышала об этом. Мне очень жаль, Касс. Мне очень жаль». Кассиди ничего не говорила. Она была слишком взволнована для этого. Она могла сдерживаться почти при всех, но только не при Мэг. Доброта и нежность Мэг были слишком сильны. А Кассиди и без того уже очень давно сдерживала слезы. «Это ничего», – приговаривала Мэг. Ей хотелось, чтобы подруга выплакалась. Она и сама плакала. Обнимала подругу и молилась. Ей было очень грустно, и она снова почувствовала, как ей не хватает Брэда. «Ну вот», – сказала Мэг наконец, – «садись». Кассиди позволила подвести себя к стулу, после чего Мэг подвинула поближе второй для себя. «Ты хочешь поговорить?» – спросила Мэг. «Вряд ли я смогу», – с трудом проговорила Кассиди. Она вспомнила о визите Чандлера, ее душили слезы. Мэг не настаивала и оставалась с ней так долго, сколько могла. Она знала, что Саванна проголодается задолго до ее прихода, но она просто не могла оставить Кассиди сейчас одну. Только после того, как Кассиди уверила ее в том, что с ней все будет хорошо, она планировала закрыть мастерскую пораньше. Мэг согласилась пойти домой. Когда Мэг вернулась домой, ей передали, что Эдсон уехал. Его видели садящимся на поезд. С ним был еще какой-то мужчина. Она обязательно расскажет об этом Кассиди. Однако она не расскажет Кассиди о том, что получила телеграмму от Брэда. Они с Трейсом собирались вернуться домой в понедельник вечером.
В свете того, что произошло с Кассиди, ей казалось почти жестоким поделиться с ней своей радостной новостью. Многие заметили, что Кассиди не пришла в церковь в воскресенье утром. Но когда богослужение закончилось, только Райлан и Джанет отправились проведать ее. Джанет поднялась к ней первой, Райлан следовал за ней. Услышав стук, Кассиди открыла дверь и не очень удивилась, когда увидела их. Она пригласила их в гостиную и спросила, не хотят ли они кофе. «Нет», – ответила Джанет. «Мы только хотели проведать вас. Со мной все в порядке». «Вы заболели?» – спросил Райлан, обратив внимание на ее бледное лицо и опавшие щеки. «Нет, я просто устала. И поэтому вы не пошли сегодня в церковь?» Не отставала Джанет. «Нет, не поэтому». Кассиди заставила себя быть откровенной. «Я просто подумала, что мне лучше оставаться в тени». «Лучше для кого?» – спросил Райлан. «Для всех», – пояснила Кассиди. «Я знаю, что теперь не все прихожане доверяют мне. Некоторые верят тем слухам, которые начал распространять мой брат. И я подумала, что мне лучше перед ними не появляться. По крайней мере, сегодня». «Я не думаю, что это правильно», – начала Джанет, но замолчала, как только увидела лицо Кассиди. «Кто-то уже успел сказать вам что-то неприятное, Касси?» – спросил Райлан. Кассиди кивнула, и ее лицо побледнело еще больше. Джанет потрясенно молчала, а Райлан не был уверен, что ему стоит настаивать на том, чтобы узнать подробности. Он понимал, что Кассиди не хотела говорить об этом, и он не собирался давить на нее. «Может быть, позже вы захотите рассказать?» – сказал Райлан. И когда он увидел, с каким облегчением Кассиди посмотрела на него, он понял, что поступил правильно. «Как насчет обеда, Касси?» – спросила Джанет. Ее сердце разрывалось от сочувствия к Кассиди. «Приходите ко мне обедать вместе с Райланом». Было видно, что Кассиди собирается отказаться, но тут заговорил Райлан. «Я думаю, что это хорошая идея, Касси. Вам не нужно будет задерживаться надолго, и мы могли бы коротко пересказать вам сегодняшнюю проповедь, если хотите». «С удовольствием», – согласилась Кассиди. У нее было большое искушение остаться дома за закрытыми дверями, но она знала, что обед, приготовленный Бекки, стоил того, чтобы выйти на улицу. Кроме того, она нуждалась в общении. Находиться дома было тоскливо, тем не менее она считала, что это было правильно. Но именно сейчас посидеть в гостях у Джанет, пожалуй, было ей необходимо. «И что вы теперь будете делать?» – спросила Джанет в конце обеда. Они с Райланом подробно пересказали ей проповедь, даже реплики из зала и то, какие гимны пели сегодня в церкви. За это время настроение Кассиди изменилось, и Джанет знала, что теперь подобный вопрос был уместен. «Смешно сказать, но мне нужно было прийти сюда, чтобы понять, как поступать», призналась Кассиди. «Я сегодня наблюдала за тем, как работали Бекки и Хезер, и поняла, что в жизни помимо шитья есть и другие занятия. Я хочу сказать, да, я умею шить, но бывает и другая работа». «Как скоро вы начнете искать другую работу?» – спросил Райлан. «Не сегодня. Возможно, люди поймут, что я не такая, как мой брат, и мой бизнес снова наберет обороты. Моих обережений хватит почти на 2 месяца, но после этого мне нужно будет что-нибудь искать». «А вы можете продать здание?» – спросила Джанет, зная, что оно было собственностью Кассиди. «Ну, если до этого дойдет, то я, конечно, могу попытаться», – сказала Кассиди, но не стала вдаваться в подробности. Это здание было для нее чем-то вроде капиталовложения для возможной покупки дома в будущем. Когда в ее жизни появится ее единственный мужчина, и они решат пожениться, она сможет продать это здание, и тогда они вместе купят дом. «Хорошо, когда есть план», – сказал Райлан. Он думал о том, следует ли ему настаивать, чтобы она назвала того человека, или нескольких человек из церкви, которые поверили лжи ее брата. «Пожалуй, я пойду домой», – сказала Кассиди, и Райлан не успел задать свой вопрос.
Огромное спасибо, Джанет. Пожалуйста. А как это отразилось на вас? Вдруг спросил Райлан у Джанет, понимая, что на данный момент она тоже осталась без работы. «Быть лишенной возможности работать с Касси?» – уточнила Джанет. «Это трудно. Я передала множество дел дома, но я скучаю по ней, и мне не хватает общения с жителями города. Это была замечательная возможность молиться и делать добрые дела». Тут Кассиди поняла, что она тоже скучала по Джанет. Она скучала по Трейсу, и она скучала по той жизни, которая еще совсем недавно была ее жизнью. Райлан проводил Кассиди до дома, пытаясь поддерживать с ней легкую беседу, но Кассиди была погружена в свои мысли. Она думала о том, что ее еще совсем недавно налаженный быт умолил присутствие Бога в ее жизни. «Единственный надежный друг», – молилась Кассиди, придя домой. «Я забыла об этом. Я позволила бизнесу, друзьям и всему этому городу дать мне почувствовать себя спокойно и уверенно. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты послал Эдсона. Я нуждалась в этом напоминании». Для Кассиди было полезно покаяться и вспомнить о том, чего ей недоставало. Это дало ей возможность поставить перед собой новую цель. Она легла спать и утром проснулась в обычное время. Возможно, у нее в этот день не будет клиентов, но у нее оставался магазин, который нужно было открыть, и она обязательно собиралась сделать это. «Джеб хочет отвезти меня домой, как только я соберу вещи», сказала Мэг Кассиди в понедельник утром. «Но я не хотела уезжать, не проведав тебя». «Спасибо, Мэг», сказала Кассиди, обнимая подругу. «Я так рада, что мужчины вернутся уже сегодня вечером». «Ты приедешь в среду?» – спросила Мэг. «Я могу сделать кое-что и лучше», – сказала Кассиди с улыбкой. «Если дела будут идти так же медленно, я закрою магазин на весь день и выйду сразу после завтрака». Неожиданно бодрое расположение духа Касси и ожидание встречи с мужем, по которому она очень соскучилась, оказалось для Мэг выше ее сил. Мэг расплакалась, а за ней и Кассиди. «Прости, Касси, мне так жаль, что тебе приходится переживать все это». «Это ничего», – пришел черед Кассиди утешать подругу. «Я многому учусь. Мне печально и больно, но я многому учусь. Не обращай на меня внимания», – сказала Мэг, вытирая глаза. «Я просто скучаю по Брэду, и мне больно за тебя. Это вдвойне тяжело. Сколько раз я рыдала перед тобой?» – пошутила Кассиди мягко. «Теперь твоя очередь». «Но я-то не теряю свой бизнес из-за какого-то вранья», – сказала Мэг, зная, что очень легко может прийти в негодование. Кассиди пожала плечами. «Эдсон предупреждал, что он разрушит его, и он это сделал». «Ну, есть люди, которые сражаются на твоей стороне», – заметила Мэг. «Когда слухи доходят до Джесси, она тут же вносит ясность. То же самое делает Джеб, когда бывает в магазинах или где-то в городе». «Спасибо, что ты сказала мне об этом», – произнесла Кассиди искренне, но она не была уверена, что от этого что-то изменится. Даже те клиенты, для которых уже были готовы заказы, не приходили за ними. И поскольку она получала оплату по окончании работы, у нее теперь скопилось множество ненужной одежды, и было мало денег. «Мне пора», – сказала Мэг. «Спасибо, что зашла. Поцелуй за меня малышку». Женщины снова обнялись, и Кассиди проводила Мэг до дверей. Она улыбалась и махала на прощание, но при этом с грустью думала, что время до среды будет тянуться очень медленно.